И сегодня мы делаем невероятный обзор вот этого снаряда. Что это вообще такое? Ну, кто-то говорит, что это самый дорогой сноуборд в мире. Нет, едет! Она едет! Привет! Еще раз! Ничем хорошим это не закончится. Я просто не проеду, мне кажется, и 5 метров. А может быть, кто-то скажет, что это сноуборд дьявола. Посмотрите. Посмотрите на эту здоровенную волыну. Я по-другому ее никак не могу назвать. Не заехать ли нам немножечко в паудер, друзья мои? Чё за... Друзья, всем привет, с вами Алексей Соболев. И сегодня мы делаем невероятный обзор вот этого снаряда. Что это вообще такое? Сноуборд, нож. Но кто-то говорит, что это самый дорогой сноуборд в мире. Стоит он около $2000. Кто-то называет его промоделью Бэтмена. Кто-то говорит, это Lamborghini или Lamborghini. Этот сноуборд называется VIP FR2. Сделан он в Америке. Стоит он около $2000. Примерно 200 тысяч рублей, может и больше. И, соответственно, это аппарат, сделанный полностью из карбона. Карбон единственный раз я трогал только в спортивных автомобилях марки Toyota, которые ездят боком на спойлерах. Здесь этот сноуборд практически полностью сделан из карбона. Что надо сказать? Он невероятно ультра жесткий. Куда такая жесткость вообще? Что им? Им, наверное, можно рубить дерево, если заточить кант. Нормально, как дровосек будете рубить деревья у себя на даче. Понятное дело, эта доска не для фристайла, не для фрирайда. Доска, скорее всего, для карвинга, для слалома. Она жесткая, она имеет прогиб кембер. Все, что еще о ней знать. Но мы сегодня пойдем по непростому пути, чтобы было интереснее. Мы же не можем просто взять, пристегнуть доску, поехать карвить на ней. Но это слишком скучно. Первое, где я хочу протестировать эту модельку во фрирайде. Мое мнение, она абсолютно не приспособлена для фрирайда. Эти дыры, они просто... Это дыра, это одна дыра, щеля. Знаете, как на зубах есть дырка. Вот, ну как бы, есть люди такие, дырка на передних зубах. Так и здесь. То есть это белая ворона такая среди сноубордов. Ну, может, это ее отличительная черта. Может, поэтому вы ее и полюбите. Но мне кажется, что свежий снег будет настолько сильно просасываться посередине, что она просто не поедет. Я просто не доеду. Но это будет 100% весело, мне любопытно. Я такой херней не занимался уже давно. И потом, самое любопытное, друзья, мы поедем в сноуборд-парк. Чтобы что? Чтобы придумывать новые грэбы. Распечатывать уникальные грэбы, которые можно хватать за вот эти ручки-держалки, потому что... Что это? Но дизайн, вот так если глянуть, дизайн интересный, уникальный. Вот. Если вы коллекционируете сноуборды, обязательно приобретайте себе такую штуку. Надо в музей друзей в Красной Поляне ее засунуть. В целом, краткий экскурс, интро по поводу этого снаряда я сказал. Перед нами сейчас поля, фрирайд. И я все-таки рискну и сделаю первый спуск во фрирайде. Я аж напрягся. Грэб, вот так вот. Привет! Не ждали, а? Ну что, я пристегнулся. Вообще. Я вас уверяю, ничем хорошим это не закончится. Я просто не проеду, мне кажется, и 5 метров. Снег пухлый есть. Мозгов у нас нет. Сноуборд под ногами есть. Нет, едет! Она едет!
Смотри, как я еду! Смотри! Скажу одно, ребята. Парень, который делал эту доску, возможно, это была девушка, просто ненавидит фрирайд. То есть он сделал этот сноуборд, чтобы какой-нибудь человек, кто катается во фрирайде, купил его и страдал неистово. Это была пытка. Я не ехал, я просто прокладывал траншею. Для чего, спрашивается, я прокладывал траншею? Здесь у нас заказали, будут кабель класть, интернет-кабель. Доска вообще неуправляемая, особенно в паудэре. Я иногда пытаюсь направо повернуть, она едет прямо. Я уже ложусь направо, она едет прямо. Ну чё? Какая же она взрослая. Мне кажется, я начинаю привыкать к ней. Я пытаюсь сделать олли. Еще раз. Это вообще, друзья. Трюки на этом сноуборде разблокированы, 3 уехано, все. Это что значит? Что значит, я сыковал, не понимал своих возможностей. Мы ее можем распечатать, даже семерки сегодня прыгать. Не, шутка. Вот это извращение. Слушай, ну на ней, кстати, катать вообще интересно. За счет того, что я как будто на каблуках, вот на этом прям. Посмотрите, какой зазор. То есть если слаломную доску брать, у них есть проставки. Проставки на слаломных досках тоже вот такие ставят, чтобы не цеплялись ботинки, крепления. Здесь это уже all-inclusive включено. Но она чуть-чуть подтормаживает, не на парафине, под погоду, под эту, но... Режет-то вообще, будь здоров, и контролит хорошо. Ну сколько у нее жесткость, максималка вообще. Друзья, что я могу сказать? У нас не только развлекательный ролик, но и обучающий. Здесь я показываю, как делать не надо. Вы видели все сами. Я понял штуку на ней. Я на ней тормозить не могу. Почему? Потому что я начинаю тормозить, и снег посередине, доска не упирается в этот снег, а он просачивается, и меня тянет вниз. Фух. Она как вулкан, короче, работает. У нее как извержение вулкана. Дай я сниму это. Чуть разгонимся и остановимся. Видите? Она прям со всех сторон, короче, выходит, как будто это пюрешка, ёпарас это. Да ты поторопись, у нас сейчас обед, котлетки. С макарошками. С пюрешкой, с пюрешкой. Не надо, сейчас мы с вами сделаем профессионально. Я не умею профессионально. А я вам помогу. Туда? Вот эти. Вот, смотрите. Брейк. Упираемся. Да, если бы... Упираемся в лыжи. Да, Так. Опа. благодарю. Мастер-класс от Алексея. Класс по лыжам, да. Пожалуйста.
Мы добрались до нашей секретной локации под названием Snow Park и будем тестировать эту доску, которая не предназначена для этого. Но, возможно, мы это опровергнем. Первое, что мне хотелось бы сделать в парке, это tail press. Жесткость максимально. Это что такое? Я не понял. Это был tail press. Друзья, а если с нолли? А nose press, ну-ка. Что я могу сказать? Нет жестких досок. Есть хреновая техника, друзья. Потому что если вы хотите прожать любой сноуборд, это возможно, если у вас есть подходящая техника. Ну а если у меня техника на трамплинах, смогу ли я даже на этой древесине, на этой железяке, железная дверь просто какая-то, смогу ли я на ней прыгать на этих трамплинах, не знает никто, и даже я. Мы сейчас проверим это. Дубль 2, пробуем прямые прыжки. Доска может быть дырявая, да? Но мы, пацаны, мягкий снег, слэш, она цепляется как будто за снег. Он загребает. Я не могу ускоряться, я не могу, короче, ходов набрать. Какая-то жесть. Ну, в целом, 3 трамплина мы можем отпрыгать. На джибовые фигуры, друзья, даже не просите, я туда залезать не буду. Точно, это смерть. Итак, мы сегодня должны сделать бэкфлип, мы сегодня должны сделать фронтфлип и посмотреть, как вообще едет этот сноуборд в свече. Можно ли передвигаться на нем в свече? Или вы поломаете свои ноги, как спички? Ну, в целом, это программа минимум. Я надеюсь, что мы выживем после нее. Надеюсь, что будет весело. Иван, здорово. Хочешь прокатиться на агрегате? Нет. Нет? Это что такое? Это чудище. Это просто мутант. Очень страшно. Вы не знаете, что это такое? Мы тоже не знаем, что это такое. Мы убедились в том, что мы можем ехать в свече на этом изобретении невероятном. Но, друзья, удовольствия мало. Любая ошибка, и вы уже валяетесь головой вниз где-то в середине парка. Сейчас выполняем наш основной челлендж. Фронтфлип и бэкфлип. Правильно, на большее я не готов. Что, подписчики, засчитаем фронтфлип этот? Честно говоря, не удовлетворительно. Очень плохо, очень плохо. Опа! Фронтфлип, дубль 2. Это другое дело. Вот это муксы, да? Ну что, сейчас будем пробовать бэкфлип. Тот самый. Ничего не вижу. Солнце ушло. Да, вообще. По приборам едем, да? Хорошо, что не туман. По приборам просто. Да что ж такое-то? Где это приземление? Ладно, сейчас второй раз попробуем еще. Надеюсь, что будет видно лучше. Всем.
Флип четкий, да. Бэкфлип сделан. Ага. Доска не такая уже и деревяшка. Ну, усилий потребовалось много для этого, но мы смогли. В свече сегодня прыгнули, фронтфлип прыгнули, бэкфлип сделали, 360 даже прыгнули. Ну что дальше? Настала кульминация сегодняшнего теста в парке. И мы будем делать самый опасный трюк. Грэб сатаны. Когда ты едешь, форма сноуборда напоминает рога дьявола. Не знаю, что произойдет, если я сделаю этот грэб и схвачу его. Одному Богу известно. Ну что, двигаю. Главное доехать, главное доехать. Сейчас. Кульминационная. Кульминация. Блядь. Еще раз. Был совершен злостный тест-драйв этого агрегата сегодня. Что можно сказать? Карвинг просто блеск, превосходно. Даже вот по таким трассам, которые сейчас, мне понравилось. В сноупарке просто адреналин зашкаливал. Вообще. Мне было весело и даже опасно местами. Фрирайд, человек, который изобретал этот сноуборд, он явно ненавистник фрирайдового катания, потому что это просто дырявая доска, не предназначена для того, чтобы кататься в пухлом снегу. Но карвинг по хорошему отратраченному склону великолепно. Мы взяли этот сноуборд в прокате Getski, и ребята нам сказали, что там есть еще уникальные, интересные модели сноубордов. Честно говоря, любопытство берет вверх. Я предлагаю туда переместиться, посмотреть, что там за модели, возможно, еще что-то взять на тест. Let's go! Так, ну что, с Бэтмобилем все понятно. Давайте посмотрим, какие экземпляры у нас есть здесь еще. Я вижу жесткий сноуборд, до которого я точно не дорос. Здесь он есть в прокате у ребят. Потом как-нибудь, возможно, одним утром я проснусь и пойму, что это моя тема. Что еще здесь есть? Здесь есть Каруа. Каруашечка Pencil 64. Это экземпляр очень неплохой. Для карвинга, для паудера. Каруашек в прокат, я вам честно скажу, очень мало. То есть их редко где-то можно найти. Вот. Вот эта щепка. Я думаю, что в принципе в прокатах такого нигде нет, потому что эта доска сделана специально для карвинга, я видел. Часто японцы на них гоняют. Жесткость у нее десяточка. Вообще просто. Я вот, честно говоря, смотрю на нее уже весь сезон. Захожу к ребятам, смотрю на нее. И все-таки, блин, хочется на ней катнуть. И мне кажется, может быть, мы на ней катнем сегодня, а? Давайте ее отложим в сторонку. Пусть она радует глазик. Что у нас еще есть? Женские модельки фрирайдовых Джонсов. Джонсы, честно говоря, интересные доски для того, чтобы кататься во фрирайде. И у меня у самого основные доски для фрирайда это Jones. Storm Chaser тоже Jones для фрирайда. Ласточкин хвост не супер огромный, но это и хорошо. Оба, Mind Expander, про который я как раз таки рассказывал, он тоже здесь, друзья. Универсальная доска для фрирайда, для пухлячка. Вот, даже, не, карвить на ней будет не супер приятно, но можно. У ребят есть сплиты. Это лишь малая часть сплитов, которые здесь есть в прокате. Редкость, реально редкость увидеть в прокате сплиты. У ребят есть также лавинка. Вот, ее пока нет, ее разобрали. Вот сегодня Powder Day. Это бипер, щуп, лопата, полный набор тоже есть в наличии. Ну это не прелесть ли? Многообразие сноубордов, много разных видов лыж. Про модель Бэтмена, на которой я также сегодня катался, все это вы можете взять в прокате Getski. Главное, заранее узнавайте, какие модели досок в каких прокатах есть, потому что
ребята у нас представлены в Красной Поляне, в Архизе, на Эльбрусе, на Донбайе, а также в Подмосковье. Везде разные доски, везде разные комплекты. Узнавайте заранее. Мы сейчас находимся в Красной Поляне, здесь один из самых больших выборов вот этих зверей. Поэтому, ребятушки, мой промокод вот здесь, внизу видео, в описании, можете использовать на скидочку. Хватайте, приходите, кайфуйте. Я сейчас вам показал действительно снаряды для ребят, которые хорошо катаются, хотят что-то новое, какие-то новые ощущения. Но здесь, надо понимать, много есть сноубордов и лыж для новичков. Если вы только начинаете кататься, приехали без снаряги, приходите сюда, берите ее. Если вы уже катаетесь, вы уже более-менее опытные, приходите пробовать что-то новое, особенно для паудера, для карвинга или сплитборда, например. Не забываем про наших братьев, меньших, лыжников. Здесь есть снаряды также для новичков, а также для более опытных райдеров. Приходите, хватайте. Ну а мы продолжаем этот день, продолжаем эти тест-драйвы. Все-таки мое сердце лежит вот к этой щепке, здоровой, жесткой, интересной. Видел только, как катаются на ней в Инстаграме. Хотел весь сезон попробовать, и мы сейчас это реально сделаем. Закрутим крепление и стартанем наверх, ребята. Let's go. Мы переместились на гору, посмотрите на эту здоровенную волыну. Я по-другому ее никак не могу назвать. 165-я ростовка, жесткость 10-ка. Этот сноуборд создан специально для карвинга, но, знаете, я что-то сегодня приехал сюда и понял, что мы же не будем искать легких путей. Ну так просто карвить по этому прекрасному вельвету слишком скучно. И не заехать ли нам немножечко в паудер, друзья мои, проверить там обстановочку. Ну а потом мы переместимся с вами на этот вельветик. Реально я хочу покататься в карве на этой доске, которая специально для этого сделана. Довольно профессионально. Что довольно профессионально? Кто же знает. Не я же буду ехать довольно профессионально, но мы увидим. Я на карвовом агрегате 165-й ростовки, передо мной какие-то поля. Но мы здесь оказались, обратного пути нет. Нам остается только проверить ее в боевых действиях. Но 165-я ростовка, мне кажется, что она просто не сможет утонуть. Давайте разгонимся. Ого! 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 Чё за... Ой-ой-ой! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Сюда, сюда! Сейчас я прям вылечу! Она такая жесткая! Просто как танкер рубит весь снег, камни. Но иногда я чувствую, что, Леша, не ты управляешь этой доской, она едет туда, куда она хочет. Me, everything is on me, gon' back it up. Told you I'ma do me, why you hating on me? Закусывает неистово, конечно. Лёдик не видно, а потом как, блядь, начинает тебя колбасить, собака. That money clip us now, the new now looks like. Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa, 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 whoa. Мне реально надо прикатываться, потому что она настолько здоровая, настолько жесткая, что я сначала вообще не понимал, что я разучился кататься. Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa, 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 whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip. Neighborhood be the name, neighborhood no crib. Neighborhood that's me, neighborhood that's Nick. Neighborhood do the dance, neighborhood do the dip. Okay, thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play.
My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rose. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's brose. Got no pay, yo, no say. Okay, this the new. Сейчас, короче, хотя бы более-менее начал чувствовать доску на более широкой трассе со снегом помягче, потому что наверху сегодня консистенция снега такая, что он вроде и липкий, а до этого были дожди. И он как только уплотняется, он ледяным становится, просто невероятно, его не продавить, у тебя доска начинает прыгать. Ну и техника, Алексей, конечно, вообще просто. Вы под конец сезона расслабились, булочки свои расслабили, по пухлому снегу привыкли кататься, не напрягаясь, здесь надо поработать. Ну надо чего, доска, конечно, надо привыкать. Опасный снаряд. Если вы не имеете должного уровня катания, она просто вас увезет куда-нибудь в канаву, я вам говорю, гарантирую. Ну что, браточка, по поводу этого снаряда, я целый сезон ходил рядом с ним, облизывался, и вот, наконец-то, я катнул. Если, друзья, вы на своей доске не карвите хорошо, этот снаряд вполне подойдет. Если вы уже уверенно себя чувствуете, можете попробовать. Уникальное, интересное ощущение, она прям меня выщелкивала иногда в повороте, жесткость невероятная. Держит дугу, заехал во фрирайд, зачем-то я на ней, меня как начало ускорять, я как дельфин аж начал подпрыгивать на ней, потому что она выщелкивает, жесткость не дает ей утонуть. Но я в целом доволен. Интересные, новые ощущения. Вот я покатался на лыжах, получил новые ощущения, покатался на другой доске, тоже новые ощущения, великолепно. Мы сегодня знатно повеселились, нам было приятно это делать для этого видеоматериала. Друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось, поэтому ни в чем себе не отказывайте, пробуйте что-то новое, пробуйте кататься на лыжах, пробуйте кататься на разных сноубордах, это всегда новые эмоции. Приходите к ребятам из Гетски, ну и, соответственно, берите все, что вы захотите. Подписывайтесь на канал, здесь будет много чего интересного, и обучалки, и веселуха, и все в таком духе. Всем пока!